the first Jagannath Mandir. Еще в прошлую югу Махараджа Индрадюмна из Аванти-Деши построил первый храм Джаганнатхи. So who is Indradumna? Кто такой Индрадюмна? He was a great king of the ancient city of Avanti, which is in present state of Madhya Pradesh in India. Махараджа Индрадюмна был великим царем и преданным Господа. Он правил в городе Аванти, который сейчас находится, это место сейчас находится в Мадья-Прадеш, это штат Индии. He had unlimited wealth. У него было очень большое богатство. He had the most beautiful and most intelligent and chaste wife. У него была очень красивая, верная и очень разумная жена. He had many qualified sons. У него было множество очень He had unlimited power. достойных сыновей, он обладал огромной властью. He had innumerable servants. У него было очень много слуг. He had servants to fulfill every single wish of his. И слуги с готовностью были, то есть и слуги всегда были готовы служить ему, чтобы исполнить любое его желание. Yet he was unhappy. Но, тем не менее, он оставался несчастливым. Why was he unhappy? Почему он был несчастлив? He was unhappy because he was a great devotee of the Lord and he was unable to meet the Lord face to face. Поскольку он был великим преданным Господа, и он был несчастлив из-за того, что до сих пор не смог увидеть Господа, не смог встретиться с Ним лицом к лицу. So he found his life incomplete, no purpose. Поэтому он чувствовал, что его жизнь неполная, что у него нет, что она не служит цели, которой должна служить. But we are also trying to become Indradumna Maharaj. We want bigger cars, better homes. We want more servants. So do you think we will be happy without the Lord? Если мы пытаемся стать такими Индрадюмна Махараджами, пытаемся купить себе машину получше, дом побольше, завести себе побольше слуг, как вы думаете, сделать это нас счастливыми? Нет. We cannot be happy. So therefore, Srila Prabhupada has brought all of us to the wonderful divine presence of Jagannath. И нет, это не сделать нас счастливыми, поэтому Шрила Прабхупада собрал нас всех вместе и привел к удивительным, прекрасным стопам Господа Джаганнатхи. So how merciful Srila Prabhupada is. Вот такова милость Шрилы Прабхупады, насколько он милостив. Srila Prabhupada ki. So Indradumna, being a great devotee of Lord Vishnu, he wanted to see the Lord but didn't know how. One day, a sadhu came to him and told him about the wonderful deity form of the Lord by the name Nila Madhava. Так Индрадюмна, будучи великим преданным Господом, очень сильно хотел увидеть Господа, но не знал как. И однажды в его дворец пришел садху, который рассказал царю об удивительном божестве, которого зовут Нила Мадава. So he described the most super excellent form of Nila Madhava. How wonderful he looked, what are the kinds of ornamentation on his body, how beautiful his smile was, how nice and beautiful his eyes were like lotus petals. So like this he described Nila Madhava. Он подробно описал красоту этого божества, как он выглядит, черты его, какие у него украшения, какие у него прекрасные лотосные глаза. То есть он описал подробно Нила Мадаву. But the sadhu did not tell him where this deity was. Единственное, что садху не рассказал, это то, где это божество находится. So Indradumna is a big king. He had so many servants. He could engage anybody and everybody in his service or in the Lord's service. And therefore he utilized everyone in the Lord's service.
Индрадюмна был великим царем, у него было множество слуг, он мог занять всех в служении себе или в служении Господу, и поэтому он всех решил занять в служении Господу. So he sent many brahmanas to different directions of Bharatavarsha to try and trace and find out where is this beautiful form of Nila Madhava. Поэтому он отправил множество брахманов в разные стороны, по разным направлениям, по всей Бхаратаварше, чтобы они нашли, наконец, где находится это удивительное божество Ниламадавы. Among those brahmanas was a very qualified brahmana by the name Vidyapati. И среди этих брахманов, которых царь отправил на поиски, был один очень достойный и ученый брахман, которого звали Видьяпати. So it was some time, everybody dispersed in different directions, but nobody could find Nila Madhava. И так все разошлись в разные стороны, по разным местам, искать Ниламадову, но в какой-то момент они возвращались, и никто не мог найти Ниламадову. So more or less everybody returned back to the kingdom of Avanti and told Indradyumna Maharaja, my dear king, we are very sorry. We are unable to understand, we are unable to find where that wonderful Nila Madhava is. И уже практически все вернулись, все брахманы, и все докладывали царю: дорогой царь, прости нас, но мы не смогли найти Ниламадову, все обошли, но не нашли, не знаем, где Ниламадова. Vidyapati was traveling in the western direction and he reached a kingdom where tribals were prominent. And that place is known as Shabara Desha. Видьяпати отправился на запад, и в своих странствиях он дошел до царства, в котором жили дикие племена, их это царство называлось Шабара Деша. So there, because he was a Brahmana, he was highly respected. This is Vedic culture. And because he was a Brahmana, the king, the leader of that tribal community, begged him to come and accept his hospitality. Поскольку Видьяпати был брахманом, то его очень приняли очень с большим почтением Шабары, и этот царь Шабаров, он выразил ему очень большое почтение и принял Видьяпати очень гостеприимно. And the Shabara chief's name was Vishwavasu. И вождя или царя этих Шабаров звали Вишвавасу. So Vidyapati went to the residence of Vishwavasu, and Vishwavasu, the Shabara chief, engaged his daughter, young maiden, to serve Vidyapati very sincerely and nicely. И Вишвавасу остановился в доме то есть Видьяпати остановился в доме у Вишвавасу, вождь Шабаров, он занял свою юную дочь в служении гостю Видьяпати. In India, every single father is always trying to find a very good son-in-law. В Индии каждый отец, у которого есть дочь на выдании, он постоянно ищет себе очень хорошего зятя. It doesn't happen in the Western countries, mostly. В западных странах в основном этого не происходит. So Vishwavasu saw Vidyapati well qualified, very self-controlled, knowledgeable, and of very good behavior. So therefore, he asked Vidyapati, my dear young sir, can you kindly accept my daughter as your wife? И Вишвавасу увидел, что Видьяпати такой замечательный юноша, у него такие качества, он очень воспитанный, он обладает самообладанием, он ведет себя очень почтительно, он брахман. И поэтому Вишвавасу сказал ему: дорогой Видьяпати, прими, пожалуйста, мою дочь
в жены себе. And Vidyapati also, he saw Lalita, very nice young woman and well qualified and serving him very nicely. So he said, all right. И Видьяпати, когда увидел дочь Вишвавасу Лалиту, которая была очень воспитанной, хорошей юной девушкой, и она так хорошо служила ему, что когда Вишвавасу предложил Видьяпати взять ее в жену, он сказал, хорошо, он согласился. Okay. So they became man and wife. И так они стали мужем и женой. And then he stayed there for some more time in the house of his father-in-law. And while staying there, he found some peculiar behavior of his father-in-law, Vishwavasu. И так Видьяпати стал жить в доме Вишвавасу. И через какое-то время он стал замечать, что у Вишвавасу ведет себя некоторым странным образом. Every night, Vishwavasu would leave. Видьяпати заметил, что каждый вечер Вишвавасу куда-то уходит. And he would return only the next late morning. И возвращается только уже поздним утром на следующий день. And he was not eating any meat. So, Vidyapati could understand he is not going out for hunting. Then what is he doing? Но при этом он не приносит никакую добычу, не ест никакое мясо, и поэтому Видьяпати думал, куда он ходит, он же не на охоту уходит в лес куда-то, и что он делает, куда он ходит. So, husband started asking the wife, where is your father going? Where is your father going? Please tell me, please tell me, please tell И me. Видьяпати начал спрашивать жену, ну, пожалуйста, скажи мне, куда твой отец уходит, куда он все время уходит по ночам? No, no, no. I don't know, I don't know, I don't know. Ну, нет, я не знаю, я не знаю, я не знаю. So, but anyhow, the husband and wife are always very dear to each other. Но, как мы знаем, муж и жена – это одна сатана. So, somehow or other, he satisfied the wife Так или иначе, ему удалось как-то задобрить жену. and extracted the secret of to where Vishwavasi was going every night. И выведать у нее, куда же ходит Вишвавасу по ночам. So he came to understand that Vishwavasu is going and worshipping Neela Madhava, our Neela Madhava. И так он узнал, что Вишвавасу, оказывается, по ночам ходит поклоняться Ниламадаве, тому самому. So then what is the next one? The next one is, hey, please ask him to take me. Please ask him to take me with him. I want to have darshan of Neela Madhav. Please, please, my dear wife. Please, my dear wife. И что было следующее? Ну, дорогая женушка, пожалуйста, договорись с папой, чтобы он меня с собой взял. Я очень хочу увидеть Ниламадаву, получить даршан. Пожалуйста, 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 попроси папу. Нет, нет, нет. No, no, no. Нет, нет, нет. But somehow or other, he convinced her to go and talk to her father on his behalf Ну, так или and иначе, recommend that he be taken along with him. так или иначе ему удалось убедить жену, чтобы она пошла и поговорила с папой, попросила за Видьяпати, чтобы папа взял Видьяпати с собой на даршан к Ниламадаве. But Vishwavasu said, no, I cannot take him. И Вишвавасу сначала сказал, нет, я не могу его с собой взять. So, you know how it is, the equation between father-in-law and husband, the son-in-law, always little difficult, rough edges are always there. But the wife, the daughter, she is bridge between the father-in-law and the son-in-law. And she somehow convinced the father-in-law, her father, to take Vishwavasu, to take Vidyapati with him to give darshan of Neela Madhava. Ну, вы знаете, как между зятем и тестем бывают какие-то трудности в отношениях и шероховатости. Но дочь,
как раз и жена выступает всегда в роли моста, который налаживает эти отношения. И в конце концов Лолите удалось убедить отца, чтобы он согласился взять с собой Видьяпати на даршан. So one day, the father-in-law agreed to take him, but on one condition. И однажды тесть согласился взять с собой Видьяпати, но при одном условии. The condition is that you will be blindfolded and you have to hold my hand and I will lead you so that you will not know where Neela Madhav is there. Он сказал ему: я возьму тебя с собой, но при одном условии. Я тебе завяжу глаза, и ты будешь идти, просто держа меня за руку, чтобы ты не знал, где находится Нила Мадхава. But husband and wife are always one team. И как мы уже говорили, муж с женой — это одна команда всегда. So he somehow convinced the wife, you give me lot of mustard seeds in one bundle with a small hole. So if the moment I remove my finger, then the seed should drop, mustard seed. Видьяпати сказал жене: дай мне, пожалуйста, мешочек с горчичными зернами, сделай там маленькую дырочку, и я буду держать в руке этот мешочек и открывать пальцем дырочку, и зерна будут падать на землю. So he was blindfolded, he was taken, but then he is dropping seed by seed as he is walking in the forest path. Так и глаза у него были завязаны, он шел за своим тестем, держа его за руку, но при этом потихонечку бросал по дороге горчичные семена на каждом шагу. So finally both of them reach the place where Neela Madhava is being worshipped by the Shabara, and the blindfold was removed. И так тесть привел его в то место, где поклонялся Нила Мадхаве, и там снял повязку с глаз Видьяпати. And when Neela Madhava saw, Neela Madhava also saw, and Vidyapati also saw Neela Madhava. They saw each other, and Vidyapati became completely blissful. He became so happy. He started dancing. He started chanting all the prayers. И так, когда Видьяпати увидел Нила Мадхаву, и Нила Мадхава увидел его, также Видьяпати преисполнился великого экстаза и начал танцевать, петь, начал возносить молитвы. So he began to dance, he began to laugh, he began to cry. Он начал смеяться, начал плакать от счастья. So the Lord, out of His costless mercy, appears in a form that even the materialist can see Him. Господь по своей милости приходит в таком образе, который даже материалисты могут увидеть. The Lord is completely spiritual, and we don't have spiritual eyes. Therefore, we materialists cannot see the Lord, the transcendental form of the Lord. But the Lord appears as a deity so that we can see Him with our material eyes. Господь абсолютно духовен, и мы, не обладая духовным видением, не способны увидеть Его, а мы Его не видим. Но для того, чтобы даже мы, материалисты, могли увидеть Его, Господь принимает форму божества и является перед нами, чтобы мы могли Ему служить, могли Его видеть. So the Lord places Himself as a deity in the hands of a devotee, and the devotee offers nice service to the deity. Господь приходит к преданному в форме божества, помещает себя буквально в руки этого преданного, и преданный может предлагать свое служение божеству, Господу в форме божества. So the Lord accepts the devotees' meditations, dhyana. He accepts worship, puja. He accepts its salutations, namaskara. So in this way, He accepts his prayers, prarthana. So in this way,
the Lord is accepting all the services of the devotees. И так в форме божества Господь принимает тхьяну или медитацию преданного, принимает его поклонение, пуджу, принимает его почтение, намаскары и принимает его молитвы прартхану. Таким образом, Господь принимает все аспекты служения преданного. And in this way, the Lord reciprocates with the devotee. И таким образом Господь вступает в отношения с преданными, Господь отвечает взаимностью на служение преданного. So Vidyapati became unlimitedly joyful and he started doing all these things. И Видьяпати, увидев Господа, преисполнился бесконечного счастья и стал предлагать Господу все вот эти виды служения. So in this way, when Vidyapati was so much engaged in the loving exchange between the Lord and himself, Vishwavasu went out to collect herbs, fruits, roots and flowers to worship the Lord. И пока Видьяпати был поглощен вот этим обменом любви с Господом Ниламадовой, Вишвавасу отправился в лес, чтобы собрать все, что нужно для поклонения: цветы, плоды, коренья и травы, все, что нужно было использовать для поклонения Господу. So when Vishwavasu did not return for some time, Vidyapati went out to see where he is, so that he can remember the place next time he comes. И пока Вишвавасу не было там, Видьяпати решил посмотреть, обойти там место, посмотреть, где находится, для того, чтобы лучше потом найти это место и в следующий раз вернуться туда. So next to that place was a big pond. И он увидел, что рядом с тем местом, где было божество Ниламадова, был большой пруд, большое озеро. And there was a wonderful tree И on the bank of the pond. на берегу этого озера росло большое красивое дерево. And there was a crow that was sitting, which was sleeping. И на дереве, на ветвях этого дерева сидела ворона, которая спала. Yeah. And because of sleep, the crow fell down into the pond. И во сне эта ворона упала случайно в озеро. And as he is seeing, the crow died, left its body, and in its small body place now stood a 400 form of a devotee. И Видьяпати увидел, что когда ворона упала в это озеро, она оставила тело, и сразу же эта душа поднялась из этого озера уже в форме, четырехрукой форме преданного. And that devotee started rising towards Vaikuntha. И вот эта, Right in front of his eyes. эта ворона уже в теле преданного, четырехрукой форме, стала возноситься на Вайкунху прямо на глазах Видьяпати. Vidyapati was a Brahmana. Therefore, he knew exactly what was happening there. He knew what is the problem of the material world, and therefore he also wanted to fall into the pond and go back home, back to Godhead. Видьяпати был брахманом, поэтому он понял, что тут происходит, и он в совершенстве знал, с какими проблемами сопряжено существование в материальном мире. Поэтому он решил тоже: сейчас брошусь в это озеро и также вот вознесусь на Вайкунху, как эта ворона. So before he was just about to jump, he was ready to jump, then one divine voice forbade him. Stop, it said. Ну, как только перед тем, как Видьяпати уже собрался прыгнуть в озеро, вдруг голос с неба раздался, который сказал ему: «Стой!» So he got, what is this? Who is asking me to stop? And then that divine voice told him, Vidyapati, you have a duty. You came to find Nila Madhava on behalf of King Indradumna. Now it is your duty to go back to him and inform him this place where Sri Nila Madhava is existing.
Этот божественный голос сказал ему: Видяпати, у тебя есть долг невыполненный, ты должен выполнить долг перед царем Индрадьюмной, ты должен вернуться к нему и рассказать об этом месте, где находится Ниламадава. So in this way, he came back to his senses and he decided, yes, I must do my duty because I am a Brahmana. И так он как бы вернулся в чувство, этот голос его вернул с небес на землю, и он понял: да, у меня есть долг, я же брахман, я должен выполнить свой долг перед царем. In the meantime, Vishwavasu returned with all the fruits, roots, flowers and leaves for worship of Nilamadava, and then he began his worship. Тем временем Вишвавасу вернулся со всеми плодами, там, цветами, листьями, травами, всем, чем нужно было для поклонения Ниламадаве, и начал проводить поклонение. So while he was worshipping, Nilamadava spoke to Vishwavasu. И когда, в тот момент, когда Вишвавасу проводил поклонение, Ниламадава обратился к Видяпати, to Вишвавасу. So the Lord told him, my dear Vishwavasu, I have so far received this simple but very sincere worship you have rendered me all these years. То есть Господь обратился к Вишвавасу, когда он поклонялся, и сказал: дорогой Вишвавасу, все эти годы ты мне очень верно служил, хотя, конечно, твое поклонение было простым, но ты очень искренне мне поклонялся. I am very pleased with you. Я очень доволен тобой. But now I am thinking of accepting the kingly worship that is being planned for me by King Indradyumna. Но теперь я решил принять царское поклонение, которое планирует мне устроить царь Индрадьюмна. So Vishwavasu became little sad because he will no longer be able to worship his wonderful deity. И Вишвавасу опечалился, потому что это означало, что он больше не сможет служить своему любимому божеству. Now a question may arise. Oh, Krishna is also after comforts. Here it is all only root and fruit. There all big rasagulla, rasmalai, and sweet samosa, and so many things may be there. Everybody has gone to Puri, Jagannath. Even though you may not have entered the temple, you have seen how many varieties of prasadam are there. Unlimited varieties. Кто-то может сказать: о, Кришна, похоже, тоже стремится получить вот этот комфорт и лучшие условия. Там просто плоды и цветы и фрукты ему предлагал Вишвавасу, а он захотел и расагулы, и расамалай, и самосы, и покоры, и сладости. Те, кто были в Джаганнатха-пуре, даже если вы не могли заходить в храм, вы видели, какое количество блюд предлагают Господу Джаганнатхе, сколько много разных сладостей и других блюд. So in this way, we may think, oh, Krishna is also after some material comforts and some taste. Может подумать: о, похоже, Кришна тоже не прочь получить какой-то материальный комфорт, и тоже он хочет повкуснее есть. No, the Lord does not make any distinction between this worship and that worship. Но нет, на самом деле для Господа нет разницы, Он не проводит различия между тем поклонением или другим поклонением. Of the many unlimited names of the Lord, one is Bhavagrahi Janardana. Из бесчисленных имен Господа, одно из Его имен — это Бхаваграхи Джанардана. So he is actually accepting the bhavas, the wonderful feelings that devotees are giving him. То есть в действительности он принимает бхавы или вот эти вот эмоции, которые преданный испытывает в любви к нему. Then again one more question may arise. Does it mean that Indradyumna's bhava was bigger, better, greater than the bhava of Vishwavasu? Может возникнуть другой вопрос. Тогда значит ли это, что бхава
Индрадюмна была больше или более великой, чем Бава у Вишвавасу? No. All along he has been worshipping. He was being worshipped by Vishwavasu sincerely. Similarly, another very sincere devotee is waiting to worship him. Therefore, he wanted to give him also an opportunity. That's all. Нет, просто Вишвавас очень искренне служил Господу, но и другой великий преданный Индрадюмна тоже захотел искренне служить ему, поэтому Господь просто захотел дать ему возможность. И все, в этом была причина. So in this way, the Lord wished to go to Indradyumna. Итак, Господь захотел отправиться к Индрадюмне. But in the meantime, Vishwavasu became really upset that why Lord wants to go. How he can go? He can go only if Vidyapati goes and tells the king the place of Nila Madhava. So what I will do? I will arrest him and keep him at home. И Вишвавасу очень при этом, конечно, расстроился, что Господь хочет уйти от него и отправиться к Индрадюмне, но он понял, что это все будет возможно только если Видяпати вернется к царю и расскажет, где находится Ниламадова, поэтому он решил запереть Видяпати дома, чтобы он никуда не мог уйти. So he wouldn't allow him to go out, but he was giving him all nice prasadam because he is son-in-law. Поэтому он посадил своего тестя под домашний арест, никуда его не упускал, но хорошо его кормил хорошим просадом, все-таки это тесть его. So somehow or other, again, husband and wife, one team. So they devised a plan, and then the father-in-law accepted the request of his daughter and allowed him to be free. Ну, снова за дело взялась вот эта команда, муж с женой. И в конце концов Лалита убедила своего отца, чтобы он отпустил Видяпати, чтобы он дал ему свободу. Yes. And the moment Vidyapati was released, he ran away, escaped from there and went to King Indradyumna and informed him, "My dear king, I have found out where Nila Madhava is." И как только Вишвавасу отпустил, как только он освободил Видяпати из-под домашнего ареста, тот сразу убежал, отправился к Индрадюмне, пришел к нему и сказал: «Дорогой царь, я нашел Ниламадову, я знаю, где Ниламадова». So immediately the king made arrangements. All the soldiers were called, and a big battalion along with Vidyapati and Indradyumna, they left for that Shabara Desha. И царь, узнав об этом, сразу же собрал свое войско, и во главе этого войска вместе с Видяпати Махараджа Индрадюмна сразу же отправился в Шабара-Дешу. So the mustard seed all had become nice plant, and just by following the plant, they were able to reach in no time the place where Nilavadama was. И за это время горчица хорошо подросла, появились уже такие высокие растения, и по следам вот этих растений и горчицы очень быстро вся армия Индрадюмна, Махарадж, Видяпати, они пришли в то место, где находился Ниламадова. But Nilamadava was not there. Но когда они пришли туда, они увидели, что Ниламадовы нет там. He had disappeared. Он исчез. Immediately the king became angry, Царь сразу же очень разозлился. and he arrested Vishwavasu, the Shabara chief. Поэтому он сразу же арестовал Вишвавасу, вождя Шабаров. When Vishwavasu was arrested, again one Asharira Vani, a divine voice, forbade the king from arresting Vishwavasu. Но как только царь арестовал Вишвавасу, сразу же снова раздался Ашари Равани, сразу раздался голос с неба, который запретил царю это делать, запретил царю арестовывать Вишвавасу. This time Nilamadava himself was speaking. И в этот раз сам Ниламадова обратился к царю.
The Shabara king is my devotee. Это царь Шабаров, мой преданный. He is innocent. Он ни в чем не виноват. I disappeared because I chose to disappear. Я сам исчез, потому что это было мое желание. So therefore release him. Поэтому ты должен освободить Вишвавасу. In the place known as Nilachala, I will appear as Dharu Brahman. So go and make arrangements there. А я явлюсь в место, которое называется Нилачала, в форме Дару Брамана. Поэтому ты должен отправиться туда и все подготовить для моего явления. From now on, none of you will be able to see me as Nila Madhava. Отныне никто из вас не сможет увидеть меня в образе Нила Мадавы. So the king became completely disturbed. И царя это очень расстроило. He thought, I should have come empty-handed. I should not have brought the entire army to bring all the army, to make all arrangements. It took some time. Oh, because of this failure, Nila Madhava disappeared. Царь подумал, мне надо было самому идти сразу, никого не ждать, не собирать армию. Вот я столько времени потратил, пока войско собирал, и за это время Нила Мадава исчез. Мне надо было сразу идти просто одному. So in this way he was very, very sad. But at that time, Narada Muni appeared in front of him. Он очень-очень грустил, думая об этом. И в этот момент к нему пришел Нарада Муни. So Narada Muni advised him, do not lose heart, my dear king. All you need to do is carry on with your devotional service to Krishna, Madhava, and he will appear in front of you. Нарада Муни сказал царю, не падай духом, дорогой царь, просто продолжай свое служение Господу Кришне, Мадаве, и пройдет какое-то время, и он предстанет перед тобой. That night, Indradumna had a dream, beautiful dream, И в ту же ночь Индрадюмна увидел прекрасный сон. where he saw the Lord. Он увидел Господа во сне. And the Lord told him, do not worry. I will appear as Dharu Brahman in the place called Bunki Muhur, near the ocean. Господь сказал ему, не переживай, скоро я приду к тебе в форме Дару Брамана, я приду в месте, которое называется Булки Мухур, So make arrangements. рядом с океаном. Поэтому сделай все приготовления необходимые, Make arrangements to receive me nicely. чтобы принять меня должным образом. Take me and make a nice deity out of my Dharu. И возьми мою дару, то есть вот это дерево, и сделай из него прекрасное божество. So the king again went with all his soldiers, because the Dharu will be very heavy, many people will be required. So the soldiers, everybody went, and when they went, they found these big logs of wood. И так, услышав это наставление, царь собрал всю свою армию опять, поскольку он понимал, что дару или вот эти вот бревна, они будут тяжелыми, и нужно много людей, чтобы их нести. Поэтому он собрал свое войско, они пришли в это место и действительно обнаружили 3 огромных бревна. So on inspection, they were able to see the wood having Shankha, Chakra, Gada, Padma, everything. All the symbols were there in those wood. И они увидели, что на этих бревнах были все символы Господа: Шанка, Гада, Падма и Чакра. So, very respectfully, these wood were transported after worshipping them very nicely. И после того, как было проведено поклонение этим бревнам, их большим почтением поместили на повозки. Now, who will carve? И привезли. И возник следующий вопрос: кто будет делать эти божества, вырезать их? Nobody can carve ordinary. Ordinary people cannot carve the deity. It requires a certain amount of mercy of the Lord to do that. Обычные люди не способны делать божества, для этого необходима особая милость Господа. So when they were thinking like this,
Vishwakarma, the heavenly architect, appeared. И когда вот размышляли над тем, кто же сможет взяться изваять эти божества, явился Вишвакарма, архитектор полубогов. He appeared as an arrangement of the Lord. По воле Господа он явился к ним And he told him, I will carve и сказал: я смогу вырезать эти the wonderful form of the Lord. удивительную форму Господа. But only some few simple conditions are there. Но есть всего несколько простых условий. I require a nice place to carve the deity. Мне нужно хорошее место, где я мог бы вырезать божества. I require a place in such a way that nobody will disturb me. Но мне нужно место, в котором никто не будет меня беспокоить. Nobody should see what I am doing, how I am doing. Никто не должен смотреть, что я делаю, как я делаю. And for 21 days, nobody should enter that place. В течение 21 дня никто не должен заходить в эту комнату, где я буду работать. So in this way, all the conditions were accepted by King Indradumna, and therefore Vishwakarma, the heavenly architect, began carving the deities very, very enthusiastically. И Индрадюмна принял все условия Вишвакармы, и Вишвакарма с большим вдохновением принялся за работу. So the king is very anxious to see the deity form of the Lord. Every day he is coming to the place where the hut has been built, and he is hearing the sound, ting, 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 tuck, 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 whatever. И царь очень ждал, очень хотел увидеть божества, и поэтому он каждый день приходил к тому месту, где построили специальный домик, в котором Вишвакарма вырезал божества, и царь все время слушал звуки вот тук-тук-тук, вот удара по дереву, как там идет работа. So on the 14th day, as he was listening to it, suddenly it stopped. Но No sound is coming. на 14-й день, когда царь, как обычно, слушал звуки работы, он вдруг услышал, что звуки прекратились. So therefore he became very anxious. И он очень обеспокоился, царь. So he wanted to open the door. И он захотел заглянуть туда, открыть дверь, заглянуть, что там происходит. And wanted to see what happened to the deity, what happened to Vishwakarma, whether something happened to him, whether he's all right, not all right. He wanted to see. Ему хотелось понять, что там происходит, что с божествами, что с Вишвакармой, все в порядке, не в порядке, что там происходит. But everybody told him, don't do it, don't open the door. Но все ему стали говорить: не надо этого делать, не надо дверь открывать. But his wife was even more anxious than him. The queen wanted to see the deity. Но его жена, царица, она еще больше, чем царь, даже хотела увидеть божества. So, good wife and husband means whatever husband says, wife will listen, and whatever wife says, husband will listen. То есть хороший муж и хорошая жена означает, что жена слушает все, что говорит муж, а муж слушает все, что говорит ему жена. So he opened the door. Поэтому он послушал жену и открыл дверь. By breaking his promise. И таким образом нарушил свое обещание. And what does he see? И что он увидел там? An unfinished form of the Lord. Он увидел незаконченные And no Vishwakarma. формы Vishwakarma божества, disappeared. и Вишвакармы не было, Вишвакарма исчез. Then again, time. И Why снова did I do it? И подумал: что ж я наделал, зачем я туда вошел? So he was very, very dissatisfied. Очень-очень расстроился. But again, Narada Muni appeared in front И of him. снова перед ним явился Нарада Муни. Why Narada Muni appeared in front of him? Because the king was so disgusted that he wanted to give up his life. Почему Нарада Муни явился ему? Потому что царь так сильно расстроился, что решил покончить жизнь самоубийством. I am a Bhagavad Drohi, Bhagavad Aparadhi. I have committed great Maha offense unto the lotus feet of the Lord. So I should not live. So Подумал: я Бхагавата Дрохи, Бхагавата Апарадхи,
я совершил величайшее оскорбление Господа, поэтому я не заслуживаю того, чтобы жить. So, but by the arrangement of Jagannatha, Narada Muni again appeared. He said, "Stop." Но Джаганнат устроил так, что снова явился Нарада Муни, который ему сказал: ну-ка, стой. The so-called unfinished form are nothing but complete and absolute forms of the Supreme Personality of Godhead. Do not be under illusion that it is unfinished. И Нарада Муни сказал ему: эти формы на самом деле это не незаконченные формы, это такие формы, особые формы, абсолютные формы Господа. Narada Muni further says, this is the most wonderful form of the Lord and most merciful form of the Lord. И Нарада Муни сказал: это самая удивительная форма Господа, это самая милостивая форма Господа. So king says, my dear Lord, the deity has no full leg, no hand, И царь сказал: ну and big eyes. как же так, у Господа нет ни рук, ни ног, So how can I understand большие глаза, как я могу понять, that it's a complete form of the Lord? что это законченный образ Господа? Then Narada Muni reveals an incident that happened in Dwaraka in a different yuga when the Lord appeared as Krishna. И тогда Нарада Муни рассказал об одном случае, который произошел в Двараке, в другую эпоху, когда Господь явился в образе Кришны, как Кришна. In Dwaraka, the Lord is like a king. He is the king. В Двараке Кришна ведет себя, то есть он царь, он ведет себя как царь там. He has got everything. У него все там есть. And he has got 16,108 beautiful wives. У него там 16 108 прекрасных жен. And each of them competing with other to serve the Lord more and more И nicely. каждая из них старается лучше, чем другие жены, служить Господу. They are utilizing all their mind, body, intelligence, words, everything in the Lord's service. И они полностью используют свое тело, ум, чувства, речь, разум в служении Господу. And still, Rukmini notices that Krishna is unhappy sometimes. Но, тем не менее, Рукмини, старшая из жен, иногда замечает, что Кришна иногда бывает недоволен, несчастлив. So, she asks him, my dear Lord, are we not serving you nicely? Why are you feeling restless? Она спрашивает Господа: дорогой Господь, неужели мы тебе недостаточно хорошо служим, почему ты иногда бываешь такой беспокойный? And in the middle of the night, in the middle of the day, suddenly you call, Radha, Radha, Gopi, Gopi. Whom are you calling? Why are you calling? Иногда во сне, иногда днем ты вдруг начинаешь взывать: Радха, Радха, Гопи, Гопи. Кого ты зовешь? Then Krishna, he says, oh, no, nothing, nothing. No problem, no problem. И Кришна сказал: да нет, нет, ничего, ничего, нет, никаких Everything is проблем. all right, everything Все is all хорошо, right. все хорошо. Because it is secret. Потому что это секрет. So Rukmini decides, oh, my husband is not telling me. Ага, и Okay, I'll find some other way of knowing the secret. подумала: ага, он не хочет мне раскрыть эту тайну, но я найду способ узнать эту тайну. So all the queens go to Balaramji's mother, Rohini Devi. И все жены Кришны отправились к матери Баларамы, Рохини Деви. And then they request, please tell me what is this? Why is he always like this? Sometimes he's unhappy, sometimes he's calling Gopi, sometimes he's calling Radharani, some Lalita, some Vishaka. What is all this? Can you kindly tell us what happened in the past? Попросили Рахини: пожалуйста, расскажи нам, что это за Гопи, что это за Радхарани, кого он там зовет, иногда Лалиту, иногда Вишакху, иногда Радху. Кто это, что это? Расскажите нам, пожалуйста. So Rohini Devi says, I will tell you the secret, but on one condition. И Рохини Деви сказала: я вам
открой эту тайну, но при одном условии. The condition is that Krishna and Balaram should not listen to what I am telling. Условие такое: Кришна и Баларама ни в коем случае не должны услышать то, что я вам рассказывать буду. If they hear what I am telling, then they will run away to Vrindavan. Если они услышат, что я вам рассказываю, они убегут просто во Вриндаван. So all right, they accept. Они согласились. So Хорошо. they select Subhadra Devi. Subhadra, will you please kindly, guard the door, and if Krishna and Balaram comes, you just make some sound. Then we'll change the topic and we'll speak something else. И тогда они выбрали Субадру и сказали: Субадра, пожалуйста, стой здесь у дверей. Как только ты увидишь, что идут Кришна и Баларама, ты издай определенный звук, мы сразу поймем, что они идут, и мы сразу сменим тему и будем о чем-то другом говорить. So in this way, after this arrangement, Rohini Devi starts telling the story. И так вот они все подготовили, и Рохини начала рассказывать историю. So she said, when Krishna and Balaram left Vrindavan many years ago, everyone became practically mad. И она стала рассказывать, что когда Кришна и Баларама покинули Вриндаван много лет назад, все жители Вриндавана практически сразу обезумели от горя. They became mad because of separation from Krishna and Balaram. Они обезумели от чувства разлуки с Кришной и Баларамой. They only saw Krishna and Balaram everywhere. Они повсюду видели только Кришну и Балараму. They saw tree like Krishna, tree like Balaram. Они, And they started hugging the trees and they started rubbing their cheeks on the trees. они смотрели на деревья, им казалось, что это Кришна, это Баларама. Они начинали обнимать деревья, начинали щеками тереться об эти деревья. They fell on the ground, rolled on the floor, Они падали на землю, они катались по земле, because the ground had the wonderful insignia of the footprints of Krishna and Balaram. поскольку они видели, что на земле остаются еще следы, удивительные божественные следы Кришны и Баларамы. So they took the mud and started, having bath in the mud, applying everywhere on their bodies. Брали пыль, вот с этих следов они обмазывались землей, пылью, омывались таким образом. It's not just only the human beings were behaving like this. И не только люди себя так вели. The birds stopped calling out in sweet voice. Everything stopped. Everything became still. Птицы замолчали, перестали петь сладкими голосами, чирикать. The beasts simply went into a place and they simply started sitting down there without eating anything. Все застыли, все птицы, все звери застыли на месте и перестали есть, пить. The trees, the birds, the plants, the human beings, the animals, everybody became lifeless. Все деревья, птицы, растения, животные, люди, все стали безжизненными. Yamuna dried up. Даже Ямуна пересохла. The trees did not find any reason for themselves to give a fruit, give a flower, because Krishna is not there. What is the use of my fruit? Деревья перестали понимать, зачем им цвести, зачем им плодоносить, поскольку Кришны нет. Для кого эти цветы, для кого эти плоды? So everybody wanted to die. И все хотели просто умереть. Even the wind stopped blowing. Даже ветер перестал дуть. Everything became lifeless because the real life of Vrindavana, Sri Krishna, he disappeared from Vrindavana. Все стало безжизненным, поскольку сама жизнь Вриндавана, Кришна, исчезла из Вриндавана. As the story was being told, Subhadra somehow began to hear some of the stories. И когда вот эта история рассказывалась, Субадра начала слушать эту историю. And she went into raptures, into ecstasy.
И hearing the wonderful descriptions of the prema bhava of all the Vrindavana entities. И когда Субадра услышала описание вот этого экстаза, этой премы жителей Вриндавана, ее охватил экстаз. And she went into a trance. И она впала в транс. And now who should come? И кто теперь должен появиться на сцене? Automatically Krishna and Balaram Кришна и came. Баларама сразу же появились там. When they saw Subhadra like that, they knew that wonderful things are being discussed there. Immediately they came there and they also started hearing. Как только Кришна и Баларама увидели Субадру, они сразу поняли, значит, там что-то очень удивительное обсуждают. И они сразу же подошли к тому месту и стали слушать, что там обсуждают. They also became stunned. И их тоже охватило оцепенение. They were thinking, how can anybody love another person like this? Они Why are they loving us like this? стали думать, как вообще возможна такая любовь, как кто-то может так сильно кого-то другого любить, как они могут так сильно нас любить. Hearing the description of the love in separation of all the Vrindavana Vrajavasis, Krishna's eyes, Balaram's eyes, Subhadra's eyes became bigger and bigger and bigger. И когда Кришна и Баларама Субадра слушали об этой удивительной любви жителей Вриндавана, об их чувстве разлуки, обо всем этом, от удивления глаза Кришны, Баларамы и Субадры становились все больше, больше и больше. Their hands loosened from their sockets and they all got withdrawn. Все руки их выскочили из как это называется, из соединений, да, и втянулись в тело от экстаза, вошли в тело. And the legs got withdrawn. Ноги также втянулись в тело. And they started to smile. И улыбка, широкая улыбка расплылась на лицах Кришны, Баларамы и Субадры. And when this is happened, guess who comes there? И вот когда это произошло, кто появился там? Narada Muni comes Нарада there. Муни. And he has darshan of Jagannatha, Baladeva, Subhadraji. И так он получил даршан Джаганнатхи, Баладевы и Субадраджи. He repeatedly offered Dandavat pranams again and again И он to this снова- wonderful form of the Lord. Снова и снова он предлагал свои дандаваты, пранамы этим удивительным формам Господа. This pranama disturbed Krishna. И эта пранама обеспокоила Кришну, помешала Кришне. And he woke up. И он очнулся из этого транса. And his son Narada Muni is already there. He has seen how he was. И он увидел, что вот Нарада Муни уже здесь и видел его в такой форме. And then Krishna is telling, no, don't tell about this to anybody. И Please, Кришна please. говорит Нараде Муни, нет, никому об этом не рассказывай, никому, пожалуйста. But Narada says, my dear Lord, Нарада говорит, дорогой Господь, I have enjoyed this wonderful sight. я увидел этот удивительный образ, Your most merciful form. твою самую удивительную форму. But in the Bhuloka, everybody is waiting Но на, for this mercy. So why you are telling me that I should not tell anyone? Please, I beg you, I beg you, I beg you. You should appear like this so that everybody can get your mercy freely. но на Булоке все люди ждут твоей милости, поэтому, пожалуйста, явись в этой форме, чтобы все могли видеть тебя и получать твою милость. So in this way, Krishna could not say no to his devotee because Narada Muni is such a sweet devotee. И Кришна не мог сказать нет своему преданному Нарада Муни, его такой любимый преданный. He is a very wonderful, confidential servant of the Lord. Он такой близкий и сокровенный слуга Господа. He travels up and down all the continents, all the planetary systems, all the 14 planetary systems, and brings everybody back home, back to Он Godhead. путешествует по всем мирам, всем проповедует и всех пытается вернуть обратно к Богу. Therefore, he could not say no. Поэтому Кришна не мог сказать ему нет.
He said, TK, all right, I will appear like Он Jagannath. сказал, Тике, я Haribo! приду как Джаганнатха. Харибол. So in this way, he told this story to Indradumna. Narada Muni told this story to Indradumna and said, this is that most merciful form. The form filled with so much of emotions of love for his devotees. И так Нарада Муни рассказал Индрадюмне эту историю и сказал, вот это тот самый Господь Джаганнатха, который So it is, поглощен, который принял такую форму, поглощенной вот этой удивительной эмоцией любви своих преданных. so it is a complete form. Don't think it is unfinished. То есть это такая форма, это законченная форма, не думай, что это какие-то незаконченные формы. So in this way, he encouraged Indradumna Maharaja and told him, you have got a very important responsibility. Now build that glorious temple on Nilachala. И Нарада Муни сказал, таким образом ты получил очень особую милость и ответственность, ты должен построить шикарный храм в Нилачале для Господа Джаганнатхи. The temple was built and the installation of the deities had to be done. И был храм построен, и уже должно было быть проведено установление божеств. So to install the deities, Indradumna personally went to Brahma Loka И and чтобы, he invited Brahma and he invited along with Brahma all the devatas. So everybody came for installation of Jagannath, Baladev and Subhadra. и когда храм был построен, Юмна Махарадж отправился на Брахма-локу, Господу Брахме, чтобы лично пригласить его и всех полубогов, чтобы было проведено установление. And all the rishis, all the munis, everybody arrived there. All the great devotees of the time arrived there. And there was a huge, huge festival of the installation of Lord Jagannatha. И все полубоги, все риши, все великие преданные того времени, все собрались там, и было проведено установление этого божества Джаганнатхи, большой праздник. And in this way, Lord Jagannath came to live on Nilachala hill in his most glorious temple. And he became very pleased with the services of all the devotees. И таким образом Господь Джаганнатха явился и согласился жить на холме Нилачала в своем замечательном храме, и он очень был доволен тем служением, которое ему предлагали преданные. So the Lord was pleased and he asked Indradumna, what do you want? Господь был очень доволен, и он спросил Индрадюмну, What benediction do you какое want? благословение ты хочешь от меня? Then Indradumna Maharaja offered his obeisances and begged the Lord, my dear Lord, this wonderful farm has been carved by Vishwakarma. So let descendants of Vishwakarma alone have the right to carve your Ratha cart every year, year after year. Индрадюмна сказал, дорогой Господь, вот эти формы были вырезаны Вишвакармой, и поэтому я прошу, чтобы только потомки Вишвакармы могли каждый год делать колесницы для тебя, год за годом, чтобы они могли делать для тебя колесницы. Immediately the Lord agreed. И Господь сразу же согласился с этим. And then he also gave further orders. The Lord gave further orders. И Господь дал еще несколько приказов. He said, let the descendants of the Vipra, Vidyapati's Shabara wife cook for me every day. Он сказал, пусть потомки Видяпати и его жены из племени Шабаров, пусть они готовят для меня каждый день. And let them be called as Suyaras. Suyaras. Let them be called И Suyaras. отныне пусть их называют Suyaras. Suyaras.
пусть их называют суярасами. So Suyaras are the people who cook for Lord И Jagannatha every day. суярасы это люди, которые каждый день готовят для Джаганнатхи. Yeah. And let Vidyapati's Brahmana wives' children, descendants, let them do my puja and let them be called as Puja Panda. А потомки Видьяпати от его жены Брамани, пусть они поклоняются мне, и их будут называть пуджа-пандами. When he told this, king was very, very happy. Then he said, my lord, I have one more request. И Small когда request. Господь сказал это, царь был очень счастлив, и он сказал: дорогой Господь, у меня есть еще одна небольшая просьба. He said, let your door not be closed for a long time. Let your door be open for most of the time, so that more and more and more devotees of Kali Yuga are able to take your darshana and thereby gain your mercy. Пусть, дорогой Господь, пусть двери твоего храма будут большую часть времени открыты, чтобы все больше и больше преданных твоих в Кали-югу могли получать твой даршан. And then the Lord said, yes, all right, so be it. И Господь сказал: хорошо, да будет так. And then again the Lord said, И затем Господь снова сказал: Indradyumna, you have not asked anything for yourself. I asked you to ask something for yourself. You are asking for everybody else. What about you? You ask something for yourself. Индрадюмна, ты для себя ничего не просишь, ты за всех просишь, а для себя ничего не просишь, поэтому я приказываю тебе попросить что-то для себя. And then Indradyumna is asking something for himself И now. тогда Индрадюмна просит что-то для себя. What did he ask? Что он просит? He said, let there be no descendants for me. That means I have children, but they should not have children. They can marry, they can do anything. There will be no children. Why? So that nobody will be able to claim, my father built this temple, get out. Индрадюмна Махарадж сказал: пусть у меня не будет потомков. То есть у него были дети, но он сказал, чтобы у них уже не было детей, чтобы потом никто не мог сказать: мой отец построил этот храм, и я здесь главный, а вы убирайтесь. So the Shabara followers became Daityapatis, servants of the Lord. Then the Vidyapati's Shabara wives' descendants, they became Suyaras, cooking for the Lord. Итак, And the Vidyapati's Brahmana wives' descendants, they became the Puja Pandas, and the king has no children. So, Lord Jagannatha's temple belongs to every one of us. и таким образом потомки жены Видьяпати из племени Шабары стали Daitapati. Daitapati. Suyaras. суярасами, которые готовят для Господа. Потомки Видьяпати от его жены Брамани стали пуджа-пандами, а у царя не было потомков, поэтому храм Джаганнатхи принадлежит всем нам. So in this way, Lord Jagannatha has been worshipped since thousands and thousands and thousands of years and yugas. Итак, уже Господь Джаганнатхи поклоняются тысячи и тысячи лет и юг. Every year, the three carts roll on that wonderful Badadhanda, and thousands and thousands and thousands of people pull Jagannath's cart. И каждый год 3 колесницы выходят на эту улицу главную, и тысячи людей тянут эти колесницы, и Господь катается там. And Lord Chaitanya also participated in these Rath Yatras. Господь Чайтанья также участвовал в Радха-ятрах. Bhakti Siddhanta, Bhakti Vinod Thakur, and all our acharyas served those deities very wonderfully. Бхактисиданта, Бхактивинод Тхакур, все наши ачарьи замечательно служили этим божествам.
And Srila Prabhupada served Jagannatha in a very, very special И way. Шрила Прабхупада служил Джаганнатхе очень особым способом. He made it possible for Jagannatha to be installed and worshipped in all the Mlecha countries. And he started the Jagannatha Ratha Yatra in the Western world and in practically every capital of the world. Today, Jagannatha Ratha Yatra is happening. Jagannatha is giving his mercy unlimitedly to everybody without thinking whether he is qualified or not qualified. So this is the great, great blessing and benediction of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада, он устроил так, что Господу Джаганнатхе стали поклоняться во всех странах по всему миру и во всех главных столицах мира практически проходят радха-ятры, и Господь Джаганнатха там являет свою милость бесчисленному количеству людей. И все это произошло благодаря великому служению и его божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Jagannatha Swami ki, Baladev ji ki, Subhadra Maiya ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrindi ki, Nitai Gaur Sithanath Premanande. Hare Krishna. Thank you very much. Большое спасибо. Prabhuji has got more pastimes to say, so Прабhuджи еще расскажет нам о других лилах. Да. He has to translate. Poor fellow. He has It's no, okay. no change for him. It's okay. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshuramitamena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarunda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Jagannatha Balade Subhadra Mai Ki Jai, Shri Sudarshana Ki Jai. Jai, this kept in. So, we all heard how Jagannath appeared. Итак, вы услышали, как явился Джаганнат. He appeared at the end of Vaivasvata Manvantara. Он явился в конце Вайвасвата Манвантары. Shri Brahma's period, 100 years, is called Para. Huh? The Brahma's lifespan, 100 years, is called Para. И 100 лет жизни Брахмы называется Пара. So, in first Para, half of the first Para, Lord is worshipped as Neelamadava. И в первую половину Пары Господу поклоняются как Нила Мадаве. Second Para, second half of Brahma's life, he is worshipped as Jagannath. И во вторую половину жизни Господа Брахмы Господу поклоняются в форме Джаганнатхи. I will not again touch whatever he has said. Я не буду снова Repetition. повторять то, о чем уже говорил Прабху. But I'll just give some important details. Чтобы не было повторений, но скажу о некоторых важных деталях. When Indradumna Maharaja came to see Neelamadava, Neelamadava had disappeared. So he performed a yaga.
И когда Индрадюна Махарадж пришел увидеть Ниламадову и увидел, что Ниламадова исчез, Yagna. то Махараджа Индрадюна провел яги. And that yagna place is that present Gundicha Mandir. И вот это место, где была яги, это нынешнее место Гундича Мандира. And from the yagna, the Lord who came out, if he has gone to Jagannath Puri, right in front of Gundicha Mandir, side the side, there is a Narsimha, Ugra Narsimha. That Ugra Narsimha came out of that Havan Kund. И рядом с храмом Гундича есть Угра Нарисимха Мандир. И вот этот Угра Нарисимха, он как раз явился из этой яги, из яги Кунды, он явился как Угра Нарисимха. And the Lord had kept a lot of cows to give charity. And the cows had, staying that. And that place is that Narendra Sarovar, where every year Nauka Vihar, all the pastime takes place. Who kept the cows? Indradumna Maharaj. Индрадюна Махарадж, он держал множество коров, чтобы раздавать брахманам, и в этом месте как раз сейчас находится Нарендра Саровар, где проходит Наука Кавикар и много других лил. So when Indradumna Maharaja asked the Lord, let there be no santati issues, descendants from me. At that time, Gundicha, the wife of Indradumna, started crying. Когда Махараджа Индрадюмна сказал Господу, пусть будет так, что у меня не будет потомков, жена Индрадюмна Махараджа Гундича заплакала. She was thinking, now all that has happened, now almost ending, nice. Let us have our descendants, successor. Everybody wants to have child. So she was thinking, let us have child. But here the Indradumna asked, let there be no issues, Она no думала, children. так все хорошо, и пусть будут дети, потомки. Все хотят иметь детей, потомков, но Индрадюна Махарадж сказал Господу, пусть у меня не будет потомков. Seeing her anxiety and this thing, Lord Sri Jagannath himself, Neelamadava offered, why do you worry? You have 3 children of yours. Myself, Balarama and Subhadra were all your children. И тогда Господь, видя ее плач, сказал, Господь Джаганнатха сказал, о чем ты плачешь? У тебя теперь есть 3 ребенка, я, Баларама и Субхадра, мы твои дети. So because of that, and they go to Gundicha Mandir every year, 9 days. Поэтому каждый год на 9 дней они все отправляются в Гундича Мандир. And Gundicha had this worry, what will happen after we die? Who will do Shraddha, yearly oblation, whatever. И Гундича также беспокоилась, когда мы умрем, кто будет проводить шрадху, вот эти ежегодные подношения, кто будет делать. So Jagannath said, don't worry, every year I will do it. Джаганнат сказал, не волнуйся, каждый год я буду это делать. It comes in somewhere in Margashira Masa, in December, January. Обычно происходит где-то в месяц, то есть Маргашира Маса, это декабрь, январь. On that particular day, Jagannath and Baladeva wear white dress. И в этот день Джаганнатха и Баладева, они носят белые одежды. And they give Shraddha Bali. И они дают Шрадавали. So even to this day, he is doing it. Господь проводит Шрадху таким образом. Okay. So these are some of the things. Это некоторые еще детали. So we, the Vaishnava devotees, they always plan how to glorify the Supreme Lord. Вайшнавы преданные всегда думают о том, как прославить Верховного Господа. Srila Prabhupada planned, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur planned, Bhakti Vinod Thakur planned,
how to increase the glories of Krishna and reach out to all the, as many living entities and bring them, make them Krishna conscious. Все, и Шрила Прабхупада, Бхактисиданта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур, они все планировали, как увеличивать проповедь, как распространять сознание Кришны, чтобы дать милость всем живым существам. And in ISKCON, we have all the, so many devotees, most of them, they are also planning how to glorify the Supreme Lord and bring as many as new living entities to the fold of Krishna conscious. И также в ИСККОН у нас множество преданных, которые тоже планируют, как увеличивать проповедь, как все больше и больше живых существ приводить в сознание Кришны. Because as devotees we understand that is the only benefit by being Krishna conscious which will end all the material miseries and living entity can go back back to Godhead. That that is the highest benefit which the devotees wants to give it to all living entities all over the world. Потому что преданные понимают, что самое высшее благо, которое можно дать живым существам, это дать им сознание Кришны, потому что только так можно покончить со всеми страданиями материального существования, если живые существа обретают сознание Кришны и возвращаются обратно к Богу. Это самое высшее благо, которое можно принести другим живым существам. So to achieve this, devotees have many plans. И для того, чтобы достичь этой цели, преданные строят много разных планов. Of course, all these are coming by the intelligence of, given by Krishna, and we use that and then try to plan and have festivals and different preaching activities and reach out to the new living entities. Конечно же, разум, как это делать, дает Кришна, и благодаря этому мы можем планировать разные фестивали, разные программы, как все больше и больше живых существ привлекать к Кришне. Interestingly, even Krishna, even he has his plan. Even he plans how to bring the mercy to the earthly planet, to the living entities. И что интересно, сам Кришна тоже, он планирует, как принести милость, как спасти жителей земли, как дать им больше милости. In whatever way, in how many ways I can give out the mercy to the living entities. Он все время думает, как еще больше возможностей создать, чтобы я мог давать милость живым существам. Apart from he himself descending in every millennium, he also has his devotees, his paraphernalia, his entourage, so many things descend into this material world. So the living entity, if by chance coming in touch with any of this, you can't miss out actually. Living entity cannot miss out the mercy of the Lord. Lord is so anxious to give the mercy. He has created such a thing. One way or the other, the living entity will come in touch with this and will get Agnat Sukriti, and then it will build up. One day he or she will get the mercy of Krishna. И Господь не только сам приходит в этот мир, и в каждую эпоху Он также посылает своих преданных, своих представителей, свое окружение и создает всевозможные способы, чтобы так или иначе живое существо получило возможность соприкоснуться с Его милостью и в конце концов вернуться к Нему. That is the Sankalpa, declaration Krishna has won eternally, that every living entity I will retrieve back. All my children I will retrieve back to this. Это Санкалпа, это Господь провозгласил, что я обещаю, что каждое живое существо вернется ко мне. So there is a verse in the Shastra where Krishna is saying, myself, Govinda, Gayatri, Gita, Ganga, Tulasi, Ekadashi, Nama, and Mahaprasada have all descended, and Dhama,
holy dham. It is all descended in this material world so that to give, to give out the mercy to the living entities. В шастрах есть стих, в котором Господь говорит: «Я сам Говинда, Gayatri, Гаятри, Ganga, Ганга, Bhagavad Gita, Gita, Бхагавад-гита, Туласи, Tulasi, Prasada, Прасадам, and Nama, Нама и Дхама, мы все Dhama, пришли сюда, да, для того, чтобы все живые существа могли получить Ekadashi. милость, и Кадыши еще. Like this, in many ways, he has come, he has enacted pastimes, he has made all this descend to this material world so that living entity can come in touch with this and then gain the mercy of Krishna. Таким образом, Господь приходит сюда, являет свои игры и воплощается в форме вот упомянутых выше в разных формах для того, чтобы все живые существа могли получить возможность соприкоснуться с Его милостью и обрести вот эту высшую милость. So one time, Sri Narada in the Vaikuntha, he had asked Lakshmi Devi, please give me some prasadam, direct Mahaprasadam of Narayana. И однажды Нарада на Вайкунхе попросил Лакшми Деви: пожалуйста, дай мне какой-нибудь махапрасад от Нараяны. Directly from the plate of Narayana. Непосредственно с тарелки Нараяны. So she asked Narayana, our son Narada is asking for a Mahaprasad. Она попросила Нараяну, сказала Нараяне: наш сын Нарада просит махапрасад. So one day Narayana said, Vishnu, okay, give him one morsel of Mahaprasad to him. И однажды Нараяна, Вишну сказал: хорошо, вот дай ему кусочек махапрасада. So he got Mahaprasad, he ate it. И Нарада взял махапрасад, съел его. He was in great ecstasy И он погрузился в величайший экстаз. by eating Mahaprasadam directly from Narayana's Когда он plate. съел махапрасад прямо с тарелки Господа. So he, while and playing on veena and chanting glories of Krishna, he was going everywhere. He was in complete ecstasy. Он в He doesn't полном know where he's going. экстазе пошел куда-то, играя на вине и воспевая славу Господа. Он уже даже не понимал, куда он отправился. And he reached Kailash. И в таком трансе он дошел до Кайлаша. And seeing his bodily effulgence, something extraordinary, he was looking very special. Shiva holded him and then said, what happened to you? You look so effulgent, so beautiful. What has happened? Когда Шива увидел такое сияние ослепительное от тела Нарады, увидел, что Нарада в таком экстазе, он сказал, он его остановил и сказал: Шива, что с тобой случилось, что такое удивительное произошло, от тебя такое сияние необычно исходит. Sri Narada said, today I got Mahaprasadam from our father Narayana. So because of that, I've become totally ecstatic. И Нарада сказал: сегодня я получил махапрасад от нашего отца Нараяны, и поэтому я в таком необычном экстазе. Shiva said, Arey, you're dancing and coming here to tell this, and without even getting us the Mahaprasad. И Шива сказал: ну вот, ты пришел сюда, танцуя, рассказал об этом, а сам махапрасад-то не принес. So then Narada saw in one of the finger there was one small grain was stuck. И Нарада посмотрел, у него на пальце там небольшой рисинка какая-то осталась от этого махапрасада. That he gave it to Shiva. И он дал его Шиве. Shiva ate that. Шива съел. Right after eating, he was in such great ecstasy, he started Tandava Nrutya. И Шива, съев махапрасад, погрузился в такой экстаз, что он сразу начал свою тандава нритью. Which is what he does it in the end of the devastation, when the pralaya time he does a Tandava Nrutya. That he started, and the whole material world, everything was becoming upside, up and down, shaking. Тандава нритья это его танец разрушения, который он начинает в конце творения материального, когда он начинает танцевать, и
все разрушается от его танца, все с ног на голову переворачивается в материальном мире. It was very difficult for anybody to approach him and stop him. Было трудно кому-то его остановить, когда он вошел в эту Тандава-нритью. Only Parvati Devi, and then Narada Muni requested Parvati Devi, И тогда Нарада Муни, то есть Парвати только могла это сделать, поэтому please stop your Нарада Муни сказал Парвати: пожалуйста, останови своего мужа. please stop your husband, otherwise the whole material world, all the planets will become, it is shaking, it will become devastated. Пожалуйста, останови своего мужа, его танец, пока не поздно, иначе все планеты будут разрушены, они уже трясутся все. Then Parvati Devi approached Shiva and finally she held him. Парвати подошла к Шиве, и в конце концов удалось ей как-то его сдержать. Then Shiva became external conscious. Шива вышел во внешнее сознание из экстаза. Then Parvati asked, what had happened to you? Парвати спросил: что с тобой случилось? Why are you doing this Tandava Nritya untimely? Чего это вдруг раньше времени ты Тандава-нритью устроил? Then Shiva explained, because Narada gave me Mahaprasad, that is the effect of this. Шива сказал: да вот Нарада Махапрасад мне дал, и вот такой эффект получился от Махапрасада. Then Parvati Devi asked, where is my part? Парвати тогда сказала: а мне где? Моя доля где? You did not even remember me. Ты даже про меня не вспомнил, да? And so there was disappointment, И она была disagreement. очень, то есть расстроена, и сразу началась ссора. So she she said, I will also get Mahaprasad. И она сказала: ну я сама тогда себе получу Махапрасад. And then she started doing tapasya, И она стала совершать тапасию, austerity, аскезу, and praying to the Lord. стала молиться Господу. That was in the Mayapur. И это как раз происходило в Майяпуре. And the Lord appeared, Господь явился перед ней. and she got the darshan of the Lord Она получила даршан Господа. and took a little dust from the Lord's lotus feet and then put it like this. Она взяла пыль со стоп Господа, лотосных стоп Господа, и нанесла себе на голову. You know, this is parting. In that middle, they put the kunkuma. She put the На Lord's lotus Вот feet. этот пробор, который женщины делают, куда они наносят кункуму, она поместила пыль со стоп, лотосных стоп Господа. From that day onward, it is called known as Simanta Deep. И поэтому с тех пор это место называют Симанта-двип. So the Lord asked, what do you want? Господь спросил у нее: что ты хочешь? She said, she told that whole story and then she said, I want the Mahaprasad. Она рассказала всю историю и сказала: я хочу Махапрасад. And from now onwards, everybody should get your Mahaprasad. И хочу, чтобы отныне все могли получить твой Махапрасад. Until Srila Prabhupada appearance, it was the Mahaprasadas only available in some part of India, in Jagannath Puri, like that. It was only because of Srila Prabhupada, the boon which was given to Parvati Devi got fulfilled. И до явления Шрилы Прабхупады Махапрасад был доступен людям только в Индии, вот Джаганнатха-пури, но когда Шрила Прабхупада явился, вот это благословение Парвати, чтобы всем был доступен Махапрасад, оно исполнилось. Srila Prabhupada took Jagannath out of Jagannath Puri. He showed to the whole world he is Jagannatha, he is the Lord of universe, and he established Jagannath worship all over the world. И Шрила Прабхупада взял Джаганнатху из Джаганнатха-пури и принес его всему миру и установил поклонение Джаганнатхе по всему миру. И таким образом доказал всем, что это Джаганнат, господин всего мира, всей вселенной. And because of Srila Prabhupada's mercy, today we have Jagannath worship, Jagannath deity all over the world,
and everybody, regardless of caste, creed, color, religion, nationality, everybody getting the Mahaprasad. И таким образом, по милости Шрилы Прабхупады, теперь Джаганнатхе поклоняются по всему миру, и все, невзирая на цвет кожи, пол, возраст, там, национальность и вероисповедание, все могут получить Джаганнатха Махапрасад. So this is Mahaprasada Leela, how Mahaprasad descended to Это this material world. Махапрасада Лила, как Махапрасад снизошел в этот материальный мир. And we'll have one more time, is there? Есть у нас there- еще время? 15 minutes. 15 We'll have one минут. pastime. Еще одну лилу мы расскажем. Lord Jagannath form is very difficult to understand. Этот образ Господа Джаганнатхи очень трудно понять. For common people, it looks very, it looks unfinished. Для обычных людей кажется, что это какая-то незаконченная, какая-то As незаконченная Prabhu форма. described it, how the form came Как actually. the Прабху Lord. рассказывал, как И- появилась эта форма. This is Ashtasattvika Vikara, Madana Nayaka, Madana Mohana Nayaka Ashtasattvika Vihara. This is only possible for Krishna and Radharani. Что это Ашта Сатвика Викара, Маданайка, что это эти эмоции возможны только для Кришны и Радхарани, вот это вот Ашта Сатвика Викара, эти изменения. But for common people, it looks very, completely, difficult to understand Но this обычным rupa. людям сложно понять эту рупу, им кажется, что это какая-то странная форма. There was a Prime Minister of India who went to Jagannath Puri. Был один премьер-министр Индии, который приехал в Джаганнатхапури, He could not understand the form of the и он не мог понять эту форму Господа. obviously. And so he did not like it. И ему не понравилась эта He форма. made a very bad comment. И он сделал очень плохой, он после этого очень плохо прокомментировал, отозвался об этой форме. From then onwards, in his family, all are dying very, very ghastly way. И с того момента все потомки, все в его семье начались начались смерти, и все умирали очень ужасным образом. He himself became insane towards the end. Сам он сошел с ума к концу жизни, Anyway, that так apart. или иначе. So, Brahmaji, who established authorized the worship of Jagannath, it was Brahma. И сам Брахма утвердил это поклонение этой форме Джаганнатхи. Brahma knows all Veda, all the Shastra, everything. Брахма знает все веды, все шастры, все. He is the first Acharya. Он первый ачарья. Do you think he will establish unfinished Вы deity? И вы думаете, он бы установил какую-то незаконченную форму божества? It is said, usually in the Shastra and especially in India, they believe if it is unfinished deity is broken, something like that, you cannot worship, you cannot establish. В шастрах говорится, в Индии все в это верят, что если божество незаконченное, если оно сломано, что-то там не хватает чего-то, частей тела, что-то отломано, то нельзя устанавливать это, какие-то трещины, нельзя устанавливать эти божества и поклоняться им. But Brahma, who knows the entire, all the Veda, everything, all the Shastra, he established Но Jagannath Брахма, worship. который знает все веды, все шастры, он сам установил такое поклонение, такой форме Господа Джаганнатхи. He approved this deity as Jagannath, Baladev, Subhadra as, completely Shastric and authentic, and it should be worshipped. Он утвердил, что вот это поклонение таким формам Джаганнатхи, Баладеву, Субхадре, это полностью авторитетное поклонение, полностью соответствует шастрам. Actually, not until the advent of Lord Chaitanya, people couldn't understand what is the form of the Lord. И до явления Господа Чайтаньи люди
не могли понять, что это за форма Господа, почему она именно такая. Why the deity is in Почему such a peculiar way? Божество выглядит так странно. It's only by the Lord Chaitanya, he was the Только- Lord himself who explained the advent of Jagannath and the Ashtasatvika Vikara through. So then only the world came to know this form of Jagannath Baldev Subhadra. Только когда пришел Господь Читания, который сам Господь, Он объяснил вот эту историю и появление этой формы, вот эту Аштасатвика Викару. Только тогда люди смогли понять эту форму Господа Джаганнатха. There is a beautiful book by Sri Gaur Govind Maharaj, Vipralambatata. Есть замечательная книга, которую написал Гор Говинда Махарадж, Випраламба Тата, «Берег разлуки». Embankment of Separation. The book name is Embankment of «Берег разлуки». This is actually translated from Orissa. It was originally written by Kanai Kuntiya. I've forgotten. His name is there in Chaitanya Charitamrita. He was the Orissa devotee who was follower of Lord Chaitanya during the Lord Chaitanya. He is the first one who wrote this book, Vipralambatata. На самом деле эта книга, это был перевод изначальной книги, которую написал один из спутников Господа Читания из Ариса, который был преданным Господа Читания. Его имя упоминается в Читании Чаритамрите, и он написал эту Випраламба Тату, эту книгу о Господе Джаганнатхе. So in Ishopanishad, 5th verse, I think, it says, Tadde jati tad nai jati, tad dure tadvantike, tad antarasya sarvasya, taddu sarvasyasya bahyata. Which means, the Supreme Lord walks and does not walk. В пятой шлоке Ишупанишад говорится, Верховный Господь ходит и не ходит. He is far away, but he is very near as well. Он далеко и близко одновременно. He is within everything, and yet he is outside of everything. Он во всем, и в то же время он вне всего. In other words, he has hand, but it cannot be seen. And he has ears, but you cannot У see. него есть и руки, но вы не можете их видеть. У него есть But уши, вы их тоже не можете увидеть. he will hear, he will, he will do all the activities of all the angas. То он способен выполнять все действия всех частей тела. To narrate one small pastime here, how he is far away but yet near, he has hands, at the same time he doesn't look like the hands are full, how he acts, there is one small pastime. Есть одна небольшая лила, которая иллюстрирует вот это положение, что он далеко и близко, что хотя у него нет рук, он может все принять. There was one Panda, Brahmana, who was worshipping Jagannath. Был один брахман, панда, который поклонялся Джаганнатхе, Damesh Panda. Дамеш панда. He was not satisfied with whatever remuneration he was getting in Jagannath Puri. И так или иначе он был недоволен тем вознаграждением, которое он получал в Джаганнатхапуре. He thought he will go to some Bombay, Delhi, Calcutta, Он he will подумал, earn some money. может быть, мне поехать в Бомбей, в Дели, в Калькутту, побольше денег заработать там. And when they travel, they will carry Mahaprasad, Bhagwan, Lord Jagannath Mahaprasad, the jhanda, that flag and all that, and they will tore little and they will tie to the hand, they will give some Mahaprasad, Karpur they will put here, and then they will ask some Dan Dakshina. То есть обычно они, такие панды, они берут с собой Махапрасад, там флаг Господа Джаганнатха, еще что-то, там сандалы и так далее. И отрывают небольшой кусочек, повязывают на руку от флага, дают там Махапрасад, носят сандалы, потом просят пожертвования. And one time he somehow reached Delhi. He thought in Delhi he will get some. He
went on, village after village, little bit, and then his thing was Delhi. He wanted to come to Delhi and collect some money. И так он шел от селения к селению, но он планировал добраться до Дели и там собрать пожертвования. So when he reached Delhi, he was trying to approach some few Hindus, many of the Hindus. Then they told him, "Why are you wasting your time? Go to Jaipur. Jaipur Raja Jai Singh has got a daughter, Vishnu Priya. She is a great devotee of Lord Jagannath. And you just approach her, you will get all your things. In your lifetime, you wouldn't have earned so much. You will get everything." И он обращался в Дели к разным индусам, и они все ему говорили, что ты время теряешь здесь, отправляйся в Джайпур, там у Джай Сингха, у царя, есть дочь Вишнуприя, которая великая преданная Господу Джаганнатхе. Просто обратись к ней, и сразу у тебя не будет никаких больше беспокойств. На всю жизнь получишь пожертвования, больше тебе не надо будет никогда просить. So this Panda went to Jaipur. И этот панда отправился в Джайпур. But how to go inside the palace? Ну как же войти во дворец царя? So he had a patra with the Jagannath Mohar, with symbol of, seal, Jagannath seal. That was very, it was honored by everybody. So the Raja is the Hindu king. So he wrote, "I have come as the Panda of Jagannath Puri, and for the seva, not for me, for the seva of Jagannatha." He thought, if for seva of Jagannatha, if I ask, Raja will give lot of money, lot of jewels and everything. If I ask, he may give few thousand. But for the Lord, he may give gold, silver, jewelry, everything. So he wrote like that, "I have come for this, and I am a servant of Lord Jagannath. If you can arrange some seva for the Jagannath, I will carry and put it, for the seva of Jagannath." So this is that, and he made the money and then gave it to the servant. Go and give it to the, the doorkeeper, to the king. И он написал письмо с печатью Джаганнатха, что вот я прибыл от имени Господа Джаганнатхи, хочу попросить пожертвования на служение Джаганнатхи. По-моему, думал, что если я для себя буду просить, он может пожертвовать чуть-чуть там что-то. Но если для Господа, он может дать там и золото, серебро, драгоценные камни и так далее. И поэтому он написал, вот я прошу на служение Господу Джаганнатхи. И он отдал это письмо слуге царю, сказал, вот передай царю это письмо. Anyway, to cut it short, the letter reached Vishnu Priya, the daughter. Так или иначе, чтобы, сократить рассказ, письмо попало к Вишнуприи, дочери царя. Vishnu Priya was so blissful, so ecstatic, and taking the letter, she thought, the Lord has answered my prayers. She wanted to see the Lord. Lord has answered my prayer. It has come from Jagannath Puri. Let us, give what we can give to the Lord. She opened the letter and saw like this. Then she thought, what can I give? Give it to the Lord. Lord is Lakshmipati. He has everything. And they went around, the entire list. What we can give? Anything they were thinking, everything was becoming, they felt very less. Когда она получила это письмо, она была в экстазе, она думала, что вот Господь наконец ответил на мои молитвы, и она думала, что же мы можем дать Джаганнатхе, он же Лакшмипати, он повелитель Лакшми, и стали смотреть, там список составлять, что можно дать, и все казалось недостойным, все мало, и это мало, и то мало, все что же можно предложить Господу, было непонятно. Finally, Vishnu Priya thought, the best thing, something which I should give, which the Lord does not have. И в конце концов Вишнуприя подумала, вот есть одна вещь, которой нет у Господа, и что я могу дать. He is Sarvaloka Maheshwara. What can I give? I have to give something which Lord does not have. Он Сарвалока Махешваром, что я могу ему дать? Я должна дать ему что-то, что у него нет. And she got another letter, makmal, cloth, very nicely, and she wrote, "O Lord,
what we can give you. So the only thing I can give you which you don't have is my heart, my love. So please accept this. И она написала в ответ тоже письмо на прекрасном там, пергаменте, и что вот, дорогой Господь, что я могу тебе дать? Я могу только предложить тебе свое сердце, свою жизнь. Like we see sometime in the T-shirt, I lost my heart in Vrindavan. Как мы видим, иногда в футболке я оставил сердце во Вриндаване. So one Maharaj asked one guy who was in Bombay, was wearing in the Rath Yatra, I lost my heart in Vrindavan. So he called him, then why are you here? И однажды Махарадж, как сказал одному из You should be in Vrindavan only. Why did you leave and come here? у которого такая футболка, я оставил свое сердце во Вриндаване, потерял. Он ему сказал, а что ты тогда здесь делаешь на Радха-ятре в Бомбее? Ты должен во Вриндаване тогда быть, по идее, если ты там Anyway, сердце so потерял. this Vishnupriya wrote, I know I've lost my heart in you, so I've given my heart, that's it. And then she sealed it and put the Rajamudra and called that, servant, give that Brahmana. And for Rasta, for expenses, she gave him some 200 rupees. He was expecting something big and she gave him Она, something. таким образом, она написала письмо, поставила свою печать царскую и сказала вот этому преданному, вот возьми это письмо, и вот за доставку, как бы, вот тебе 200 рупий за беспокойство, как бы. Он ожидал получать большое пожертвование, но ему дали всего 200 рупий. Thus Panda took everything and he said, Arey, chi, what I expected some gold, this, that, and she has given some few coins. Arey, ye kya hai? What happened this? And then anyway, he was carrying. After that he felt, let me see what is there. Maybe inside something is there. And he opened and saw, it is some letter she has written, my heart is, I have given my heart to you, that's all. I said, this is very useless thing. And then first of all, I lost my money, so much I was expecting anything. And he folded like this and threw it somewhere. И этот брахман был, панда был очень недоволен, он думал, я думал, мне там золото дадут, какие-то драгоценности, а тут какое-то письмо только дали. Но хотя, может быть, внутри там что-то вот, в этом письме там как раз заложено. И он решил открыть, открыл его, посмотрел, там просто письмо, я тебе предлагаю свое сердце. Он подумал, ну вот, я столько денег потратил на это путешествие, думал, что-то получу, а тут просто какое-то письмо, он его скомкал и бросил. After so many days, some days he came back to Jagannath-puri. И вот после долгого путешествия он вернулся в Джаганнатха-пури. And he was sleeping. One night, Jagannath came into his dream. И он спал как-то, и ночью Джаганнатха пришел к нему во сне. He woke him up. Он его разбудил. He told him, you went in my name collecting all so much of money, gold, this thing, everywhere, all the way to Jaipur. Ты пошел от моего имени собирать там деньги, подаяние, и дошел аж до Джайпура. You used my name and collected so many things. Ты использовал мое имя и собрал много всего. And you brought all the things to you with you. И ты принес это все с собой. But what did you bring for me? А что ты мне-то принес? You kept everything. Ты все себе оставил. You collected everything in my name, but you kept everything. That's all right, but what did you bring for me? Ты собирал все от моего имени, но оставил все себе. Ну ладно. Ну что мне-то ты принес? Nothing for me. Ничего мне не принес. He said, no, nobody gave anything. It was all, he said something like that. Он сказал, ну, мне никто ничего и не давал. В общем-то, вот так попытался. Lord knows. Но Господь все знает. Lord said, Vishnupriya gave you the letter. Where is that letter? Он сказал, нет, Вишнуприя тебе дала письмо. Где это письмо? And you throw it away. Ты его выбросил? But look at this, I have taken it. Ну, посмотри, она у меня, я его подобрал. Same letter which you threw it, Lord Jagannath had picked up.
то письмо, которое он выбросил, Господь Джаганнатха подобрал. And Lord Jagannath wears garland and the cloth and the jewelry and the mala and everything. Inside the pocket, in a confidential pocket he has got, in that he had kept that letter. А у Господа Джаганнатхи там и гирлянды, и украшения, и одежды, но в самом потайном кармашке у него, ближе всего к сердцу, у него лежит вот это письмо от Вишнуприи. He took out that letter И он достал это письмо, and gave it to that panda. дал этому панде. Now you make a gold and navaratna kavacha for this. Ты должен сделать золотую кавачу наваратна And из make a этого nice gold chain и сделать золотую цепь and bring it to me. и принести мне. And that panda had collected so much money, everything went in this. И панда, который собрал много денег, он And he все has to borrow money to finish this project. потратил на это, и даже пришлось ему занимать деньги, чтобы все закончить вот этот янтр, эту и золотую цепь. And he made that and gave it to Jagannath. Он сделал это и дал Джаганнатхе. It is said Lord Jagannath wears that, that har, which has got that letter. И вот Господь Джаганнатх всегда носит вот эту, как сказать, табличку янтру, да, на которой вот это письмо выгравировано. When we may pray here, but it reaches him. Мы можем здесь молиться, но эти молитвы, они достигают его. Vishwanath Chakravarti Thakur writes in Bhagavatam, the Lord, especially Krishna, he hears through his ear, he eats through his mouth, he sees through his eyes. So when you offer something, when you pray to him, he hears. Вишванат Чакраварти Тхакур в комментарии на Шримад Бхагаватам говорит, что Господь, особенно Кришна, Он слушает ушами, ест ртом и видит глазами, поэтому, когда вы предлагаете Ему что-то, Он это видит, Он это слышит и Он это вкушает. We have heard Govinda Madhipurusham prayers, Angani yasya sakalendra ruti manti. But Vishwanath Chakravarti Thakur writes, no, he performs particular, like us, he sees through the eyes, he hears from ears. This opulence, Lord, in his other incarnation and other expansion as Narayana, as Vishnu, he performs that Angani yasya sakalendriya. But as Krishna, he does everything in a particular way. Как мы каждый день поем эту молитву Ангани Яся Сакалендри Вритиманти, что Господь может любой частью тела выполнять функцию любой другой части тела. И Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, что это все относится ко всем другим формам Господа. Но сам Кришна, Он смотрит глазами, ест ртом, слушает ушами. То есть в других формах Он совершает вот это вот Ангани Яси Сакалендри, то есть что Он другими частями тела делает что-то. А как Кришна, Он непосредственно делает, как мы, смотрит глазами, слушает ушами, ест ртом. Out of affection for his devotees, out of love for his devotees. Из любви к своим преданным, из привязанности к своим преданным. Krishna accepts all their offering. If they offer bhoga, eating, he will eat through his mouth, not by eyes. Even though eyes is also there, but it is said, Vishwanath Chakravarti says, he eats. And if they pray, he hears. То есть из любви своих преданных Кришна принимает. Если преданный предлагает ему пищу, Кришна ест ее, хотя он на нее смотрит также, но он ее ест, и когда преданный возносит молитву, Кришна слушает эти молитвы, то есть так. So when you go in front of the deities, when you pray, you should pray actually as if he is hearing. He is going to hear. He is waiting. When you pray, he will hear. You should not have any doubt. He is stone or wood or metal, nothing. He is Krishna. Когда вы подходите к божествам и возносите молитвы, Кришна их слышит. Поэтому у вас не должно быть сомнений, вы не должны думать, что это просто камень или дерево или металл. Нет, это Кришна, и Он слышит ваши молитвы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Rani ki jai, Shri Sudarshana ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Dayal Nitai Sachi Sutta ki jai, Samveda Bhakta Vrinda ki jai. Thank you very much, Anirudh Prabhu. Hare Krishna. Vishnu Rata Prabhu Ah. has a question. Shtalanga Gauranga Prabhu and yourself mentioned that Lord Jagannath gave the right to worship him to certain families, certain lines, family lines, like Shabaras and etc. But we are not, we do not belong to those lines. So what right do we have to worship Lord Jagannath? Won't it be our kind of, how it called? Our understanding, our No, mood. that it will be an offense from our side that we try to serve Jagannath without having a right. That it's kind of intrusion, that we kind of like intruders that we try to serve Jagannath. What right do we have to No serve right. Jagannath? We don't have any right. У нас Neither, нет никаких прав, neither the so-called Brahmanas in India, так же как и у брахманов в Индии, так называемых. nor the devotee, nor the people who are in the Western world. И также этого права нет у людей в западном мире, All 6 continents, на всех 6 континентах. none of us have any Ни у qualification. кого из нас нет никаких качеств, достоинств. It is the inconceivable mercy, Это просто непостижимая милость, unlimited mercy, бесконечная милость, and totally undeserving mercy полностью незаслуженная милость of one great devotee. одного великого преданного. He decided to give. Он решил дать Because of her, это право, we are all reaping И- that. поэтому мы все получаем эту возможность. If he was not there, Если бы его не было, I don't think you and me would have sitting here. мы бы And с вами здесь не сидели. there was what is the possibility that you Какая and me would have met in this Возможность life? была бы без этого, чтобы мы бы вообще встретились в этой жизни с вами. Where is Bangalore? Where is Где Moscow? Бангалор, где Москва, да. What is the possibility of Какая us coming возможность, together and вероятность discussing была, Krishna Katha? что мы вместе соберемся и будем обсуждать Кришна-катху. Who put Krishna as Кто? common factor in between us Сделал and Кришну connected? общим фактором, который связал нас. Because of one personality. Одна личность. He Все из-за saw одной этой личности. Giriraj Maharaj, he says in our Juhu, Radharas Bihari, it is called Hare Krishna land. Гирирадж Махарадж говорил, что в Джуху наш храм, вот Рада Расбихари, называется Хари Кришна Ленд, то есть земля Хари Кришна. Srila Prabhupada said, from this land I am hearing Hare Krishna Mahamantra. Прабхупада говорил, с этой земли я слушаю воспевание, я услышал воспевание Хари Кришна Махамантры. So he said, I want from this land Hare Krishna to come out and everybody should hear this. Everybody, it should spread. И Прабхупада говорит, я хочу, чтобы из этого места Хари Кришна повсюду распространялось, чтобы все слышали Хари Кришна. And Giriraj Maharaj writes, Prabhupada saw Radha Krishna, deity form as Krishna. Bhagavad Gita as words of Krishna. Bhagavatam is about describing Krishna, but also Krishna. So everything he saw in connection with Krishna, he saw Krishna everywhere. И Гирирадж Махарадж пишет, что Шрила Прабхупада везде видел Кришну,
божества, Рада Распи Хари Кришна. Бхагавад-гита — это слова Кришны, но это тоже Кришна. Шримад Бхагаватам — это повествование о Кришне, тоже не отлично от Кришны. Таким образом, Шрила Прабхупада, все, что он давал только Кришну и везде видел Кришну. He wanted everybody to come in touch with И Krishna. он хотел, чтобы все соприкоснулись с Кришной. So one day they were walking in Однажды- morning walk in Juhu. Утром Шрила Прабхупада гулял по пляжу в Джуху, Some children were playing. и дети какие-то играли там. Moment they saw Prabhupada and the devotees, Как только они увидели Прабхупаду и других преданных, they greeted them in a playful way, Hare Krishna. они стали в шутку приветствовать их и кричать «Хари Кришна, Хари Кришна». Prabhupada said, our mission in Hare Krishna land is successful. И тогда Шрила Прабхупада сказал: вот наша миссия на этой земле Хари Кришна увенчалась успехом. All over Hare Krishna land, there are many malls and five-star hotels. Now. Yes. Сейчас вокруг этого участка Хари Кришна Ленд много Many five-star hotels are there, many malls are there. много торговых центров, пятизвездочных отелей. Even during that time when they brought the land, also there were five-star hotels. И даже в то время, когда только появился этот участок, там уже были пятизвездочные отели. But a pure devotee decided to have a temple over there. Но чистый преданный решил, что там будет храм. And because of that, И благодаря этому from that temple, there are hundreds of devotees have become. из этого, благодаря этому храму появились сотни преданных. Because pure devotee wanted, let there be a temple. So we all got the opportunity. Поскольку чистый преданный захотел, пусть будет храм. Мы He все created получили that возможность. opportunity. То есть Шрила Прабхупада создал нашу возможность служить Господу. Today hundreds of people are coming. И сейчас сотни людей приходят, So many of them are chanting Hare и Krishna. многие из них повторяют Хари Кришна. And this is the same story all over the world. И по всему миру одна и та же история. Because that pure devotee decided to have a temple, Поскольку чистый преданный захотел, чтобы был храм, all the people surrounding, they are also coming there, associating with Hare Krishna and becoming Krishna conscious. люди теперь приходят в храм и начинают общаться с преданными, становятся преданными. So the only answer is, Так что единственный and ответ, only hope is, наша единственная His divine надежда, grace. это Его божественная милость Шрила Прабхупада. Yeah. You can. Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, He explained in a class that nobody can chant the Hare Krishna Mahamantra unless and until they have done great amount of austerities, great amount of tapasya, great amount of charity, so many things. Unless and until they do all these things, they cannot chant Hare Krishna. Шрила Прабхупада в одной лекции сказал, что никто не может повторять Хари Кришна, если в прошлом он не совершил огромное количество тапасий, не раздавал огромное количество пожертвований и так далее. То есть не накопив огромный запас благочестия, никто не может повторять Хари Кришна. So, one devotee was listening to the class, he put his hand up and asked, does it mean, Srila Prabhupada, that we have done all these things and then now we are chanting Hare Krishna? И один преданный, который был на лекции, поднял руку и спросил, значит ли это, Шрила Прабхупада, что мы все это в прошлом сделали, и теперь вот благодаря этому можем повторять Хари Кришна? Prabhupada said, I have created the Sukruti for you and then given the name also, therefore you are able to chant Hare Krishna. Прабхупада сказал, нет, я создал ваше сукрити и дал вам святое имя, и поэтому вы можете теперь повторять святое имя. So in this way, we are totally undeserving. То есть мы полностью не заслуживаем этой милости. Most unfortunate, Мы полностью самые неудачливые. but His divine grace, Srila Prabhupada
Ну, Шрила Прабхупада дал нам наше благочестие, дал нам святое имя, дал нам божества, дал нам храм, общество преданных. И таким образом, благодаря Шриле Прабхупаде, мы можем вернуться обратно к Богу, используя все вот эти его дары. Shri Jiva Goswami, he writes in Sandarbha that for the conditioned living entities, for the jivas, Krishna does not give directly his mercy. Джива Госвами в Сандарбхах пишет, что Кришна не может дать непосредственно милость обусловленной дживе. Then what is the hope for the jiva? Какая же надежда есть для дживы такой тогда? Jiva Goswami writes, Krishna places his devotion, bhakti, that mercy, krupa, in the heart of his pure devotee. Only he can receive that mercy. Что Джива Госвами говорит, что Кришна помещает вот эту милость в сердце чистого преданного, и уже из сердца чистого преданного Джива может получить эту милость. And he has given full independence to that pure devotee. И Кришна наделил чистых преданных полной независимостью. Они могут дать ее любому. So that pure devotee carries the mercy of Krishna. То есть чистый преданный, он несет в себе милость Кришны. He can go anywhere. И он может отправиться куда угодно. And he can give it to anybody. И может дать ее любому. No questions asked by Krishna. Кришна не задает ему вопроса. Whomever he gives, Кому бы он ни дал эту милость, Krishna sanctions. Кришна все это заранее уже одобрил. Only by the mercy of, causeless mercy of that pure devotee, it is possible for the living entities to get the mercy of Krishna. Not directly, but through the mercy of pure И devotee. только по милости чистых преданных Кришны мы можем получить эту милость Кришны. Невозможно получить ее непосредственно, только по милости чистых преданных. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, Bhakti Vinod Thakur took a broomstick and broom. He just broomed it. I am the handle of that broomstick. Как Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, Бхактивинод Тхакур взял в руки метлу и стал подметать, а я ручка этой метлы, так он говорил про себя. I would say, Lord Srila Prabhupada took the jadu and then he did broom. We just got stuck in that stick, in that broomstick. We just got stuck unknowingly, and that's how we have been swept into the Krishna conscious movement. Подобным образом нас этой метлой как-то замело по милости Шрилы Прабхупады в это движение сознания Кришны. Мы где-то зацепились за прутики этой метелки, этого веника, и вот так нас замел Шрила Прабхупада по своей милости в это движение сознания Кришны. Srila Prabhupada ki jai. It's in Russian. It says that at 12:30 the prasadam should be, they start to serve prasadam at 12:30. 12:30. Yes. 12:30 Mahaprasad is very должен important. начаться раздача прасада, поэтому мы закончим, да, сейчас. Мы сможем вкусить Махапрасад и устроить потом Тандава Нритью. Шиталанга Гауранга предложил. Already there is a hole. Уже там, If you do уже кто-то начал there танцевать. is already a hole. If you more, then it will become. No, above you. We don't want any more damage. Тут уже вон дырка есть, мы не хотим больше, чтобы разрушения были. Thank you, Anirudh Prabhu, Thank you. for tirelessly translating. Саватула Прабhu Ки Джай.